Прелесть вот этого вот компьютера, наверное, в том, что за $144 или приблизительная цена, которую вы можете узнать в описании под видео, вы можете получить полноценный мини-ПК. Представляете, вот этот вот размер. Полноценный мини-ПК с 3 USB-шками, с 3 HDMI-портами для полноценной работы, да, которая и с 2 LAN-портами. То есть это рабочий инструмент, который можно крепить каким-то, допустим, девайсом, на стену, к чему угодно. И он основан на процессоре Intel N100. 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 512 хранилища M2 NGFF диск. Ребят, сегодня тестируем на канале Технозон. Очень дешевый, очень рабочий. Мы не заявляем, что это прям топ-компьютер, но то, что на нем можно работать и даже во что-то поиграть, это мы вам скажем точно. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы с вами идем распаковываем, смотрим, сколько стоит, где купить, тестируем и делаем выводы. Поехали! А вот что самое приятное, это то, что версия на N100 16 на 512 стоит всего лишь $144. Кстати, можно взять более дешевую версию на $102, на $106, вернее, на 103, господи, на $102.62. Это на N5095, 8 на 256. Я думаю, что он будет работать ничуть не хуже в плане именно простых рабочих возможностей. И вот что они нам пишут. Описание. T8 Pro Intel Jasper, это не Jasper, это Jasper Lake на 95-м. Alder Lake N100, Intel UHD Graphics, 16 гигабайт LPDDR5, кстати, в этом случае. На 95-м будет LPDDR4. 512 NGFF диск. Хорошо, ну и формата 2242. Хорошо, что они об этом пишут. Что формата 2242, то есть здесь не 2280, это маленький. Ну, в принципе, в такую малютку вы и не засунете другой. LAN J45 по 1000 мегабит обязательно проверим. И посмотрим, что они тут в картиночках нам пишут. 4 ядра, 4 потока с кэшем 3-го уровня 6 мегабайт. M2 NGFF диск. Быстрая память. Слушайте, ну он тихий. Вот он сейчас вот работает. Он вообще тихий. Вот я его поднес к микрофону. То есть он вообще тихий, его практически не слышно. AV1 кодек поддерживает, это очень хорошо. Ну, слушайте, достаточно неплохо в плане очень дешевого рабочего компьютера. Давайте N100. Что они тут нам еще заявят такого, что мы не сделаем? VPN, Network Firewall, это если реализовать. Максимально у нас мощность 36 Вт. И для, как видите, как они пишут, для онлайн обучения, для конференций, для, допустим, домашнего кинотеатра и для сетевых игр. Ну, как они пишут, все красиво написали, молодцы. Давайте мы, наверное, с вами пойдем его и потестируем. На распаковке вы уже это все видели, поэтому тратить на это время мы точно не будем. Но вообще, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылочку на этот мини-ПК я разместил в описании под видео на проверенного продавца, где сам его покупал. Но переходим. Вот такой вот мини-ПК. Это у нас Firebat T8 Plus. 16 гигов памяти, ОЗУ 512 SSD диск M2 на Intel N100, энергоэффективный, очень-очень маленький, кстати. Смотрите. Ну, сейчас его достанем и посмотрим, смотрите. Да, вот такой вот размерчик. Он очень маленький, он прям очень маленький. То есть это прям прикол, смотри, снизу ABS пластик, попробуй. Очень качественный. Сзади 2 LAN-порта. Да ладно, 2 LAN-порта на таком малыше. Да. У нас охлаждение видно, да. Тут у нас под замок Кенсингтона аудиовыход DC 12 вольт и 3 порта Type-A 3.0. Слушайте, а там открывать нечего, там ничего внутри не улучшается. Да. То есть, видишь, тут цельный. Он цельный, он же не так, что там крышка снялась. Хотя, давай, слушай, попробуем все-таки. Да, интересно. Все-таки интересно. Может, что-то получится. Там мы можем его даже не разобрать. Он может быть сейчас на защелках, и мы можем морочить голову, да. Ну вот, видишь, открыли. И что нам с ним делать? Ну, нет. Ну нет, он очень цельно сидит, ну это только выламывать. Нет, он нет. А вот это крепление на стене? Это крепление сейчас я покажу в комплекте. В комплекте ты посмотришь. Так, откладываем его. Давайте смотрим дальше. В комплекте
коробочка. Слушай, а так цивильно, да, запаковано все, как Китай. Опа. Это, наверное, для монтажа. Да, это знаете для чего? Для монтажа на пластину. То есть они прикручиваются вот сюда вот. Да, вот. И монтируются на пластину, просто-напросто на корпус куда-то, на мониторчик, либо на стеночку, либо куда вам угодно. Есть у нас блок питания, скорее всего, на 30 ватт. Смотрим. На 30 ватт блок питания. Все стандартно. Ну и здесь, знаете, что здесь прикольно? 3 USB-A, 3 HDMI. Вот это вот прикол, конечно, трехмониторинг. Да. Поэтому давайте так, я его уже настраиваю, подключаю и идем снимать. Ой, ну слушайте, ну я вот сразу играю в правом нижнем углу 60 FPS. Ой, клавиатуру не взял. Бывает и такое, помчали. 60 FPS, нормально все работает. И, кстати, да, вот такой вот маленький мини-ПКшечка такая, на которой еще там в танчики какие-то можно поиграть. Понятное дело, не полноценные танки. В полноценные танки там минималку придется крутить. И качество игры будет абсолютно фиговое. А здесь у нас с вами блицы. Играем в блиц. Давай сзади зайдем сейчас к нему. На тебе под башенку. И начнем обходить сейчас. Давай. На под башенку. Куда ты? Давай. Раз еще. Сейчас мы его затараним. Но это работает, ребят. 60 FPS работает. Еще и кого-то прибили, приколопуцали. И прям вообще топ. И, кстати, это все вот на процессоре N100 от Intel. А ну давайте сейчас еще одного. На тебе. Хорошо, отлично. На тебе сзади приложили. Можем, в принципе, можно выходить. Я уже тут победил всех. Ух ты, как же ж я его не пробил. Да что ты будешь делать? И добил. В общем-то, мы поняли уже, что танчики, именно World of Tanks Blitz работает. Процессор Intel N100, 6-ваттный, 10-нанометровый. У нас, видите, кэш третьего уровня 6 мегабайт, 4 ядра, 4 потока. Само собой, материнская плата, которая здесь у нас рассчитана на Alder Lake, PCI Express 3.0. У нас память DDR5, 16 гигабайт, одна плашка, но работает в двухпоточном режиме. Объясню тебе, потому что DDR5 изначально две планки, это будет как якобы многопоток, но каждая планка работает в субпотоке 2x32 бита. То есть, если в DDR4 было 2x64 на две планки, то на две планки в DDR5 будет 4x32. Либо 2x64. То есть здесь будет работать 2x32 режим одной планки. Теперь Intel UHD Graphics. Ага, слушайте, ну давайте мы, знаете, что с вами сделаем? Мы сейчас с вами чуть его забенчим, этот проц. Хотя тут сравнивать-то его N100 с чем, непонятно. Получили какие-то данные, и вот я даже не знаю, с чем его сравнить. Intel Core i7 Intel Core i7 4-го поколения его делает. Второго поколения в одноядерном тесте почти одинаково. Но, слушайте, а вот очень интересно. Там было 4 ядра, 8 потоков. И вот я вам скажу, это вот уровень i7 2600, если сопоставлять, допустим, по количествам ядер. Да, если сопоставлять ядро к ядру, то вполне реально. Но обгоняет AMD A10. Ну, тут действительно тяжело с чем-то его сравнивать. Tech Power GPU, Intel UHD Graphics, 10-нанометровый, 256 бит шина. На секундочку. Ну, памяти не указано, потому что она динамически выделяется из обыкновенной нашей памяти. По сенсорам, ну, сейчас у нас 45 градусов GPU, CPU у нас там 47, вообще практически не греется. Мы сейчас разберем, какие там температуры были. По производительности советую смотреть вам именно в тестах AIDA 64, Checkmate и PhotoWorks. Они будут отображать реальную производительность, потому что они чуть-чуть переосмыслили этих всех тестов. Особенно PhotoWorks очень удобно, оно показывает, как это работает с графикой, именно с рендерингом каких-то фотографий, для того, чтобы мы могли с вами редактировать фото. Ну вот, как мы говорили, он
обгоняет 16-ядерный атом, какой-то непонятный, и практически догоняет 6-ядерный Core i7-39600X Extreme. Это, кстати, очень неплохо. Правда, у нас здесь память побыстрее. LPDDR, скорее всего, за счет памяти и догоняет именно такие хорошие уровни. Давайте PhotoWorks запустим. Очень интересно. Так, и по PhotoWorks, чтобы вы понимали, знаете, как делается тест? Берется 10 огромных изображений, загружается в память и рендерится один за одним, замеряется время. Он у нас обогнал 4-ядерный Core i7-3770K и чуть-чуть не дошел до Core i7-5775C. Кстати, я такой нифига себе просто даже не помню. Ну, по крайней мере, не пользовался таким. А вот по PC Mark здесь мы с вами можем увидеть, кстати, в мониторинг деталях и температуры максимальные, и на что он годится. По работе с приложениями, например, это отличный результат, 6468 баллов, и видеоконференц-связь нам подходит, то есть порядка в среднем 30 FPS в различных вариантах использования. Веб-браузинг спокойненько, он вытягивает и просмотр ютубчика на VP9, и анимированные объекты на, допустим, на сайтах 140 FPS и просмотр картинок 60 FPS. Для работы, для веб-браузинга вообще идеально. Просто в соцсети, какие-то там, я не знаю, почитать статьи, пописать чего-нибудь. По температурам сейчас смотрим. Так, температуры. Максимальные пиковые температуры 70 градусов. 70 градусов. Я вам скажу, вот еще в рендеринге я думал 69. Нет, в видеорендеринге 69 градусов, в редактировании видео 61 градус. Процессор находится в нормальных, адекватных температурах. Максимальная частота, которую он достигал, 3391. 391,70, то есть 3,392 фактически. Я вам скажу, ну, заявленные, в принципе, отвечают заявленным характеристикам. По работе с документами вообще не вопрос. Вот вообще не вопрос, работайте с документами, копирование данных, копирование формул, редактирование ячеек, это что касаемо Excel, баз данных и тому подобное. Ну вот у нас единственная рекалькуляция Монте-Карло OpenCL у нас занимает там 130 секунд. Это много, но я вам скажу, все равно он это может делать. А вот написание документов в текстовых процессорах по типу Word вообще идеально. По редактированию фотографий можно. Редактировать фотографии можно, он будет работать, например, в GIMP, в PaintNet, в простом Paint, допустим, в Canva, да, это вы сможете работать. Photoshop, ну, такое себе, я бы уже не рассматривал бы. Рендерить графику невозможно. Редактирование на лету видео 21 кадр, это будут сплошные расфризовки, поэтому для редактирования видео данная штука, ну, не подойдет уж, простите. Ну и даже вот какие-то там игры по типу Hearthstone и тому подобного, пожалуйста, можете играть. Спокойно работает анимация, но сразу говорю, у меня установлена самая последняя версия винды 11, то есть обновляется абсолютно официально. То, что было из коробки, оно обновляется, полностью все работает. Как вы видите, в Hearthstone я играю достаточно много, без каких-либо проблем. Давайте там пару ходов сделаем. Если уже зашел в игру, нельзя упускать такой шанс во что-то сыграть. Да. Вот тут важный такой момент. Сейчас мы посмотрим, что у него там. Он нам пообещал в предсмертном хрипе, что все, мне карту никакую не дали, да? Дали какую-то. Ну и ладно. Все, можно, в принципе, уже выходить. Мы поняли, да, что Hearthstone'чик спокойненько поиграем. Ну и, конечно же, если уж рассуждать о том, что для того, чтобы он нормально работал, нужен хороший интернет, то мы, в принципе, можем с вами провести тестирование, допустим, через OpenSpeed Test. Сейчас мы через LAN на J45 это делаем, чистые гигабитные LAN-порты. Пожалуйста, вы видите скорость. 985 на 987. Это абсолютно отличный показатель. Сейчас мы включим с вами, вот я отключаю сеть LAN на J45. Сейчас мы включаем с вами Wi-Fi. Wi-Fi здесь, чтобы вы понимали, стоит AC модуль. То есть я не буду говорить, что здесь что-то такое там экстраординарное. 5 ГГц на 36 канале, 433 на 433 мегабита Connect. Это чисто AC модуль. И здесь мы с вами получим там 200... Там 50 мегабит, 200, 300 даже. Это, объясню в чем вопрос.
компактность. Сильно большая, слишком он маленький для того, чтобы развернуть, допустим, какую-то схемотехнику там какого-то большого модуля с большими антеннами. Но при этом при его коннекте 300 мегабит более чем хватает для того, чтобы работать, например, там ютубчик смотреть, какие-то фильмы онлайн. И это в принципе работает. Смотрите, 300 на 300 фактических. И подключаем сейчас 2,4 ГГц. Подключили. Опять же, тот же самый тест. Стартуем. И тут у нас вообще без вопросов 78, 70, 80 мегабит. Это хорошие показатели. Это хорошие показатели для такой цены и для такого модуля. 77 на 75. Переключаем на самый быстрый вариант. Для чего два LAN-порта? Обычно используют трейдеры. Трейдеры ставят там два провайдера для того, чтобы не было каких-то моментов, там где-то что-то просело, где-то отвалился один провайдер, у них там графики, у них там какая-то вообще непонятная ситуация. И есть еще такой момент, можно сделать агрегацию. Например, вы можете на таком мини-ПК поднять что-нибудь, какой-нибудь небольшой NAS сервер на USB-хабах. И тоже это все будет работать. Ну и раз уж мы в браузере, то смотрите, фактически мы можем там заходить там какой-нибудь Facebook, какие-то новости, открыть кучу вкладок, смотреть кино онлайн, понимаете, там, допустим, давайте ютубчик откроем, там, посмотрим какой-то сейчас видосик, выберем мои 4К геоплейсы. Кстати, вы видите скорость вот этого всего разворачивания, то есть насколько это все быстро, классно клацает. Давайте Dreamview Music Channel. Начнем с Magic Forest. Это наш новый ролик для тестирования различных девайсов. Давайте статистику для сисадминов. И включим какой-нибудь... Это у нас HD. Сейчас 2К включим, 60 FPS. Пожалуйста, 0 дропов. Ребята, 0 дропов. 2К. И сейчас попробуем заставить его декодировать. 4К, 60 FPS. То же самое. Есть стартовых 3 дропа на переключение интерфейса, 4. И все идеально работает. То есть, о чем говорить? То есть на соточке спокойненько работает, отлично заходит. Поэтому по браузингу, в принципе, у меня как бы вообще вопросов нет. Ну и мы видим тесты. Ничего нам, ну это максимальная скорость, которая возможна на вот этом вот стандарте SATA 600, поэтому тут как бы у меня сюрпризов не возникло. Да и работа с текстовыми документами, либо с Excel, она абсолютно здесь комфортна. Для работы с базами данных мы знаете, как проверяем? Допустим, берем, умножаем там на 3, потом равно вот это вот умножаем на, не знаю, он сможет тут SQRT 2. Вот так вот сделаем. Какие-то такие вот формулки. И потом начинаем, как считается, да, там время рекалькуляции. То есть вы начинаете растягивать это все дело. То есть создали вот мы какой-то пресет из столбцов. Теперь мы растягиваем на строки. Пару тысяч строк, и мы с вами увидим быстродействие этого компьютера именно работе в Excel с базами данными и рекалькуляцией формул. То есть мы здесь останавливаем. Это должно занять, ну там в тестах видели, определенное количество секунд, потому что он, во-первых, растягивает, а во-вторых, он их рекалькулирует. Вот, пожалуйста, смог. Это 2121 строка. Теперь ее копируем, ставим рядом и вставляем. И вот у нас вот такой вот массив данных, с которыми спокойно работает данный мини-ПК в режиме постоянно работающей формулы и калькуляции квадратного корня из какой-то формулы. То есть все, пожалуйста, тоже у нас не возникает никаких фризов. Я не говорю, что это какой-то игровой мини-ПК. На нем нельзя играть какие-то серьезные игры. Я не говорю, что это топ какое-то мультимедийное устройство, потому что действительно тут Dolby Vision, Dolby Atmos и тому подобное для просмотра каких-то экстра фильмов вы не получите. Слушайте, вы сможете здесь смотреть кино, все что угодно. Ну, смотрите. То есть мы с вами YouTube потестировали. Я могу зайти на сайт Megogo. Допустим, это то, что касаемо там какого-то телевидения. И включить и смотреть телевидение. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, у нас пошло IPTV и спокойненько смотрите. В качестве выводов скажу, вот этот вот Firebat на Intel N100 действительно прикольный мини-ПК, заслуживает внимания, учитывая цену, так вообще топ.
именно для работы, для социальных сетей, для браузинга, для просмотра кино мы рекомендуем. Ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.